Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор полюбившегося многим, очень популярного в России прицепа, одного из самых доступных, Aviva 360. Но сегодня у нас интересная планировка. Aviva — это маленький прицеп, вес 750 килограмм, то есть категории Б будет достаточно, чтобы прицепить его к машине и отправиться в путешествие. При этом ценовой сегмент тоже это такой low-cost. Я не буду здесь точно сейчас называть цену, потому что она меняется. В данный момент я не знаю точно конкретно, сколько она сейчас стоит. Поэтому переходите по ссылке в описании. Плюс мы не знаем, когда вы будете смотреть ролик. А этот прицеп будет доступен, скорее всего, был доступен и 5 лет назад, и будет также доступен дальше. Поэтому вот эту информацию уточняйте у менеджеров, переходите по ссылке в описании. Но, тем не менее, это все равно важный аспект, что вот здесь сходится такая простота, при этом это все-таки новый прицеп, невысокая цена, и вот мы привыкли его считать таким отличным вариантом для того, чтобы попробовать себя в караванинге, такой вот для первых путешествий, возможно. Но это мое, в принципе, такое мнение. Возможно, вы можете написать в комментариях, кто пользуется таким прицепом уже давно, катаясь, или даже с чего-то большего перешел на такой компактный. В любом случае, мы всегда рады вашим историям. Идем внутрь. В передней части у нас расположилась основная спальня, полноценная кровать, 120 на 2 метра. В изголовье появились фонарики, такие вот гибкие, светодиодные. Сейчас они не включатся, потому что прицеп не подключен к сети 220. И у них USB-розетки в основании. Это классно, потому что на моей памяти в Aviva этого часто не хватало, там, USB-розеток, например. В изголовье есть полочки, вот такие с дверками, и есть еще 2 USB-розетки с правой стороны. Далее, кухня. Тут все по классике. 2 огня, пьезоподжиг, газовая плита на 2 огня. И рядом у нас мойка. Поднимается вот так вверх кран. Даже если вы его не закрыли, вы его не сломаете, он прям стеклом и опустится. Внизу холодильник 90 литров, работает от газа, электричества 12-220 вольт. И ниже есть еще шкафчик. Наверху еще 2 полочки, закрываются такими дверками. И над плитой наверху выключатели, несколько зон освещения, то есть светодиодные подсветки, вот это вот основное освещение. Освещение вот на кухне у нас еще есть, светодиодная полосочка такая. Розетка 220 вольт, подогрев воды можем здесь включить. И включить здесь насос, кнопочки включают насос воды из бака. Бак у нас здесь для прицепов небольшой, 50 литров объем бака, но это достаточно стандартно. Прицепы не особо рассчитаны, чтобы с собой там иметь какой-то большой запас воды. Все-таки рассчитано, чтобы вы остановились в кемпинге, подключили воду там, или имели возможность залить и вообще пользоваться нормальным там, душем в кемпинге. Это такой, скорее, дорожный вариант. Для дорожного варианта перегружать прицеп было бы неправильно. Далее, тут у нас весьма просторный шкаф, палочка, чтобы вешать, то есть гардероб. И внизу под шкафом расположена печка Трума, работает от электричества 220 вольт и от газа. Санитарный блок. Здесь у нас есть полноценный душ и он же туалет, то есть весь пол это у нас поддон. Вешается такая шторка, она сейчас где-то новая, упакована, поэтому ее в данный момент нет, чтобы вы не попортили фасады, когда будете мыться. И, соответственно, это вот у нас получается сразу душ, и это же туалет. В первую очередь, наверное, мы будем этим пользоваться как туалетом, опять-таки про душ уже сказал, но, тем не менее, да, душ компактный, все это такое очень совмещенное, но места здесь вполне себе достаточно, и Aviva славится тем, что это малюсенький прицеп, при этом
здесь есть полноценно все удобства. И кухня, и душ, и туалет, и как бы всем этим вы технически можете воспользоваться. Далеко не во всех компактных прицепах будет это, в некоторых вообще там только кровать. Но здесь у нас в целом есть все удобства. И в задней части у нас столовая такая небольшая группа. Ну, по сути, здесь может сесть 2 человека напротив друг друга, чтобы было комфортно. И вот столик небольшой. Но это так, в плохую погоду, потому что, скорее всего, в хорошую погоду вы в любом случае будете ставить какой-то кемпинговый стол, пристегивать там палатку, позже покажу снаружи и про это расскажу. Ну, в общем, какими-то такими пользоваться, потому что это все про путешествие и про то, чтобы быть на природе, а не про то, чтобы там сидеть внутри. Но если вдруг пошел дождик, то у вас вот есть такая небольшая столовая группа, и она же трансформируется в 3-е спальное место. То есть можно стол опустить, вот эти подушки здесь разложить, и у нас будет 3-е спальное место, ну, такое вот небольшое, односпальное. То есть, резюмируем, прицеп у нас 2-спальная кровать, плюс 1 место, 3 спальных места. Я сказал про то, что чуть-чуть такая необычная планировка, она на самом деле в целом обычная, то есть такой немножко кликбейт получился в начале. Просто чаще всего в Россию приезжает другая планировка, ДК, в которой сзади у нас 3 кровати. Вы можете посмотреть такие ролики на нашем канале, обзор на этот прицеп. 3 кровати и спереди еще 2-спальная кровать, она же столовая группа. То есть у нас получается спереди такая кровать не совсем полноценная, а трансформируемая из столовой группы, а сзади 3 кровати. И таким образом он как бы на 5 мест. Этот же прицеп, по сути, в тех же габаритах находится, там примерно в том же ценовом сегменте, но если у вас все-таки там не 5, если у вас там не 3 детей и так далее, то вам это не нужно. И вот вам, пожалуйста, там для 2 людей, для максимум там с 1 ребенком, отличное такое пространство, в котором уже можно с большим комфортом существовать, иметь большую кровать и вот такую небольшую столовую группу. Дверь. Она у нас разделяется на 2 части. Таким образом мы можем закрыть, например, нижнюю часть и открыть верхнюю только на проветривание. Ну там или как-то наоборот, в общем, как вам удобно. Такая опция есть. На двери есть мусорное ведро и, что немаловажно, москитная сетка. Также то, что я ранее сказал про палатку, мы по краю прицепа можем видеть вот такой желобок. Еще здесь желобок. Это все для того, чтобы здесь была возможность пристегнуть вам вот такую большую палатку, и у вас была дополнительная такая веранда, когда вы где-то остановились на стоянку. Также есть светильник, то есть у вас даже будет уже прям штатно свет от прицепа под вот этим вот шатром, вот на такой походной веранде. Спереди у нас такое еще небольшое багажное отделение. У нас есть место для хранения вещей под кроватью внутри. Но снаружи есть еще вот такое вот место, такое техническое, неотапливаемое. Здесь у нас устанавливаются газовые баллоны, 2 газовых стандартных баллона на 22 литра. И также здесь мы видим вот такую панельку на стене. Это для того, чтобы устанавливать лотки из Икеи или резинками фиксировать какие-то грузы. То есть оно специально адаптировано под лотки из Икеи. Также мы с другой стороны. И здесь мы видим еще вот, например, зафиксированную ремнем такую кассету. Это для серой воды. То есть в целом вы можете сливать воду на землю плюс-минус, когда где-то в путешествии, потому что вы же туда сливаете не туалет, а просто руки помыли, и вот вода стекла. Но если вдруг вы стоите в таком месте, где это сделать не представляется возможным, то есть вот такая небольшая кассета, вы ее подставляете, и в нее сливается серая вода. По левому борту у нас заливная горловина чистой воды в бак. Подключение к сети 220 вольт и, конечно же, кассета биотуалета Тетфорд. Aviva 360 в комплектации DD мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение на тему этого прицепа, этой планировки, как вам кажется, удачно или нет. Если вам не нравится эта планировка, то, может быть, какую планировку Aviva вы бы выбрали. Ну и не забываем, что сейчас конкретно этот прицеп находится здесь, в Москве, на проспекте Мира 150. Вы можете позвонить менеджерам, узнать, когда можно приехать посмотреть, и вам все покажут, расскажут, и, возможно, вы отправитесь в свое первое путешествие, а может быть, даже и уже не первое. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать наши ролики. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!